уже со второго раза, не с 22-го, а со второго. Так что, надеюсь, сегодняшний прямой эфир хорошо пройдет. Всех приветствую на канале Оксана Гудвин. Так, сейчас переключусь на другой канал. Отвечала сейчас на комментарии с канала по винтажной бижутерии. Там вышел новый ролик, так что зайдите, посмотрите. А здесь, как всегда, на этом канале много вопросов, много интересных тем, которые будем сегодня обсуждать, пока пока зрители собираются. Вижу, что уже зритель есть, уже пальчики вверх есть. Настройка чата, видны все сообщения. Пожалуйста, напишите, как меня видно, как слышно. Каждое воскресенье мы с вами встречаемся в прямых эфирах, обсуждаем те маски, которые я вам предложила сделать на прошлой неделе, строим планы на следующую неделю, делимся своими впечатлениями, что понравилось, что не понравилось, что получилось, что не получилось, обсуждаем, разбираем и, конечно, все это с пользой и удовольствием, с позитивом. Надеюсь, сегодняшний позитив вам передастся. У меня хорошее настроение, у меня есть свободное время, и я с огромной радостью с вами, мои дорогие друзья, буду общаться не менее часа. Так что запасайтесь чайком, кофейком. У меня кофеек, в этот раз новая вот такая чашечка, ну, засвечивает, но вот видите, какой чудный рисунок, костяной фарфор. Кому интересна тема украшений, бижутерии, посуды, антикварного, всего такого интересного, заходите на канал Винтаж Оксана Гудвин, там тоже интересных много вещиц вы для себя увидите. Так, ну вижу, комментарии уже есть. Девчонки, пишите, как видно, как слышно. Мауа, здравствуйте, вас хорошо слышно и видно. Благодарю. Ну все, мои дорогие. Так, сейчас сделаю покрупнее немножко, чтобы мне очки по минимуму применять. Так что так, вижу, что Татьяна, здравствуйте, Оксана, Феодосия, привет, я с вами, Украина, Тамара, здравствуйте, Оксана, все видно, слышно. Мои дорогие, все постоянные зрители, кто постоянно на моем канале, ждет прямые эфиры, наша тесная, дружная комьюнити всегда открыта для позитивного, конструктивного, информативного общения, поэтому те, кто совсем недавно к нам присоединился, я вас приветствую. Надеюсь, что вы уже успели интересную информацию для себя на моем канале забрать. Масочки кое-какие, наверное, уже поделали, поэкспериментировали. И надеюсь, что у вас уже свое мнение и впечатление о той работе, которую я стараюсь для вас сделать, уже вы тоже сделали и проанализировали. Так что те, кто совсем недавно к нам присоединился, к нашему тесному комьюнити, и совсем со мной не знаком, вот пока зрители основные собираются, давайте будем знакомиться. Меня зовут Оксана, мне больше 56 лет, я ухожу за собой с помощью домашних средств омоложения, не посещаю косметологов, не посещаю дорогие процедуры, без каких-то операций, без каких-то вмешательств. Все, что я вам предлагаю сделать по уходу за собой, это основа тех знаний, которые я получила после окончания еще в 80-х годах и получила профессию помощник косметолога, мастер-универсал по парикмахерскому искусству и мастер по маникюру. Вот эти три специальности меня на протяжении всей моей жизни сопровождают. Так что делюсь теми рецептами, это рецепты старой школы косметологов и тех процедур, которые они делали в салонах, и не бесплатно, конечно же. Так что вот так вот. Да, впоследствии я получила 2 других высших образования, не связанных с этими специальностями, но моя любовь к первым моим профессиям никогда не исчезала. Я всегда стараюсь узнавать что-то новое. Конечно, какие знания, которые я тогда получила, я их постоянно обновляю, что-то новенькое появляется. Я всегда эту тему изучаю, но, как правило, новое – это хорошо забытое старое, поэтому те процедуры, которые сейчас стоят дорого, предлагаются в салонах, они были известны и тогда, названия имели другие, но и, конечно же, небольшие изменения в плане доступности, то есть что тогда было недоступно, сейчас можно купить в любой аптеке. Это косметические масла, это различные витамины, это ту же самую гиалуроновую кислоту, пептиды, коллагены, все это можно приобрести, поэтому наши возможности, как говорится, расширились. Так, ну все, приветственное слово сказала, девчонки, давайте... Да, если у кого-то есть вопросы, у кого-то что-то не получилось, или какие-то непонятные
скажем, ингредиенты, да, много вопросов по поводу зубной пасты задают, а зачем она там нужна, она абсолютно не нужна. Если вот подобные вопросы у вас возникают, тоже пишите, будем все это сегодня подробненько разбирать. Как я уже сказала, времени у меня много, надеюсь, я не тараторю. У меня есть такой, да, косячок, скажем, я могу тараторить, быстро говорю, но это, как говорится, быстрота слога, это показатель быстроты ума, поэтому я быстро, как говорится, ориентируюсь, соображаю, и хочется вам дать как можно больше информации. Так. Валентина, добрый вечер, очень рада вас видеть и слышать. Вера, добрый вечер, Оксана. Эльмира, добрый вечер, Оксана, приветствую. Что-нибудь от гусиных лапок? Хорошо, Эльмира, сегодня разберем эту тему, вас интересующую. Лариса, здравствуйте, Оксана, привет из Москвы, привет, Москва. Салима, приветик, ваши пальчики тоже вижу. Так, ну, Ольга сообщение удалила. Ну, девчонки, в общем, давайте начнем. Все, кто хотел поприветствовать и поздороваться, я надеюсь, поздоровался, кто уже сейчас, скажем, в прямой эфир попал. Так, про гусиные лапки сегодня разговор у нас будет. Сейчас, минуточку, только оставлю ссылку на прямой эфир в другие, скажем, эти сети. Так, сейчас, минуточку, мои дорогие, сейчас. Да, комментарии все читаю, так что не беспокойтесь, что я пропущу что-то. Нет, ничего, никого не пропущу. Буду всех благодарить, всем буду информацию давать, так что, так, сейчас напишу, что прямой эфир идет тут, чтобы другие зрители к нам присоединились. Конечно же, это способствует продвижению канала. Чем больше вы будете писать комментарии, так, сейчас напишу прямой эфир тут, иду, так, тем, конечно же, наша задача будет более реальной. Так, идет тут. Все, мои дорогие, отправляю, получаю и продолжаем. Так. Угу. С минуточку. Так, вот эту заставочку сделаем. Вот эту заставочку сделаем. Все. Опубликовали. Так что, девчонки, конечно, много информации в интернете, на ютубе, в частности, той, которую вы можете получить, и она в открытом доступе. Главная ваша задача — сориентироваться, правильный канал выбрать. Надеюсь, что мой канал правильный, и вы сделали, соответственно, правильный выбор. Так, что касается гусиных лапок. Смотрите, гусиные лапки — это морщины, это мимические морщины. Их называют гусиные лапки. На самом деле это морщины, которые образуются от внешнего уголка глаз и переходят иногда, если это глубокие морщины, на кожу лица. Не забываем и правильно определяем, что такое кожа вокруг глаз и что такое кожа лица. Вы можете сами прощупать вот по косточке. Вот эта косточка и является той самой границей, разделяющей кожу вокруг глаз и кожу на лице. Соответственно, вот где глазница заканчивается, вот этот вот самый переход, если глубокие морщины, как я уже сказала, это уже заломы, которые глубоко, скажем, впали между вот мышцами, которые мы напрягаем в момент, когда щуримся, морщимся, да, поэтому нельзя, конечно, вот эти мимические морщины включать без надобности, чтобы не появились преждевременные морщины. Так что определили, что это такое. Что с этим делать? Как я уже сказала, первое, это что нужно контролировать свою мимику. Ежедневно по несколько комментариев я получаю в свой адрес то, что у меня ботокс, что у меня силикон, все закачано, и щеки, и скулы у меня все сделано, и губы накачаны. В общем, смешно, конечно, мне это читать, с одной стороны, а с другой стороны, это печально, насколько заморочены у некоторых женщин мозги в том плане, что без косметолога, без денег, без каких-то доступных, дорогостоящих процедур невозможно хорошо выглядеть, что вот это на самом деле уже не смешно, это просто печально. Поэтому женщины не пользуются, опускают руки, говорят, что вот только денег нет, пластику нет, не на что делать, поэтому буду, как говорится, вот какая есть, не буду ничего делать. Вот это неправильный подход, девчонки. По поводу гусиных лапок. Есть отличный скраб для кожи вокруг глаз. Именно для кожи, где вот эта косточка расположена.
рассказывала, да, 1 чайную ложку молотого риса. Рис должен быть перемолот в крупинки, не в муку, не в крупные какие-то части, а именно в крупинки, как вот скраб обычный бывает. Заливаем 1 чайную ложку рисовой крошки вот этой кипяченым молоком. Молоко должно быть прям горячее. Практически нужно заварить эти рисовые крупинки. На 1 чайную ложку рисовой вот этой крупы добавляем половина стакана кипяченого горячего молока. Добавляем 10 капель витамина А и вит, можно добавить, можно 10 капель оливкового масла, можно 10 капель любого косметического масла. Это также будет хорошо смягчать кожу. И оставляем, конечно, это все сначала перемешать, чтобы рис немножко взаимодействовал и немножко смягчился. Оставляем примерно на 5-7 минут до остывания, чтобы была комнатная температура у этого состава. Затем берем ватные диски, опять-таки все это хорошо перемешиваем. Берем ватные диски, промакиваем той частью жидкости молока, которая на поверхности. Рис у нас упадет в осадок. Вот этот осадок и будет являться скрабом. Он очень мягкий, он пропитался и молоком, смягчающими компонентами, которые в маслах содержатся. Поэтому ватные диски пропитали вот этим молочком. Отложили в сторонку, затем берем эту кашицу и слегка делая массаж от внешних уголков глаз к внутренним, проходя именно на вот ту границу, где гусиные лапки уже перешли на кожу лица. Нам нужно убрать верхний ороговевший слой этих клеток. Убрали немножко, поскрабировали, продвигаемся постепенно и к внутреннему уголку глаз, не сильно нажимая. Лучше всего это делать влажными, теплыми руками, чистыми, естественно. Все поскрабировали в течение 3 минут, больше не нужно. Оставили на 5 минут. То, что подсохло, вот эти крупинки, их просто вот так стряхните, да, и возьмите ватные диски, на глазки положите, 15 минут в горизонтальном положении, полежите спокойненько. Не забывайте, что когда вы наносите вот подобные маски, какие-то процедуры делать, они всегда должны сопровождаться именно хорошим настроением. Главное, чтобы вам никто не мешал, никто не отвлекал. Лучше всего включить приятную музыку, мантры медитации тоже подходят в этом В смысле, нужно приводить свою нервную систему в уравновешенное состояние. Если есть возможность, включите аромалампу, чтобы приятный аромат вас сопровождал. И 15 минут вот в таком спокойном состоянии полежите. Это даст вам не только, скажем, вот эффект омоложения, вы не только будете бороться с гусиными лапками, но и ваше нервное состояние, ваше вот это вот... Энергия позитивная, она также будет способствовать красоте, улучшению внешнего вида. Так, мои дорогие, на это я ответила. Так, Так, Фарик, вижу, пальчик вверх. Ольга, здравствуйте, Оксаночка, привет из Узбекистана, Самарканд. Благодарю вас за маски, пользуюсь на нависшие веки. Что делать? Нависшее веко. Смотрите, Ольга, если у вас вот нависшее веко, это генетическое строение глаз, строение лица, то бороться с этим практически невозможно, потому что уже так сформирована структура вашей кожи, вернее, положение вашей кожи, что убрать невозможно. Если это результат процессов старения, то этот процесс можно замедлить и слегка подтянуть нависшее веко. Хорошо помогают в этом смысле желатиновые маски. 1 чайная ложка желатина, заливаем 1 чайной ложкой горячего молока. Если желатин у вас сухой, крупный, твердый, то лучше перемолоть в кофемолке, и процесс приготовления в этом случае слегка будет побольше. Если у вас желатин очень мелкий, вот тот, который я использую, это для суфле, для желе, вот этот желатин, он очень быстро растворяется, и его очень легко быстро приготовить. Берем желатин, заливаем молоком, 10 капель касторового масла на этот пропорции такие, и наносим на нависшее веко. Есть 2 способа нанесения этой маски. Первый способ, если у вас есть свободное время, берем ватные диски, разрезаем их в форме патчей, да, что
по форме верхнего века были эти диски, смачиваем этим составом, накладываем, оставляем на 15 минут, затем убираем, оставляем еще на 15 минут. То есть процесс будет немножко длительнее. Смысл в том, что вот эти вот патчи, они не дают быстро подсыхать желатину. Увеличивается время воздействия, соответственно, эффективность будет больше. Если времени у вас в обрез, нет времени, просто этот состав кисточкой нанести на верхнее веко и оставить. Лучше всего посидеть, полежать с закрытыми глазами, чтобы у вас вот этот вот желатин, он не, скажем, не закатывался, не заполнял именно все равно вот эту вот морщинку. Вот таким образом. Для достижения наилучшего эффекта вот эту процедуру борьбы с нависшим веком делать лучше курсом. 4 дня подряд эту процедуру поделайте, затем 4 дня перерыв. 4 дня опять поделайте, 4 дня перерыв. В этом режиме постарайтесь проделывать вот эту процедуру в течение хотя бы месяца. Затем посмотрите на результат. Тоже такой частый комментарий, да, попадается, что я сделала маску, морщины не убрались, маска фуфло. В общем, вот такой комментарий. Не забываем, что регулярность обеспечивает результат. Ни одна маска, одноразово применимая, не даст вам того эффекта, который она дает в, ну, как бы вот в режиме регулярного ухода. По поводу регулярного ухода тоже девчонки у меня часто спрашивают, что это такое. Но для каждого возраста регулярность ухода, она тоже отличается, и она тоже своя. Так. Если вам интересно про регулярный уход, девчонки, тоже напишите, я я отвечу тоже и на этот вопрос. Так, Феодосия, а зубная паста с жмыхом кофе унывала, хорошая, я попробовала. Очень хорошая. Ну, девчонки, если вы пишете с телефона, да, то, естественно, там как сказать, текст, он включается, и, естественно, какие-то слова не те, которые вы бы хотели написать, получается. Но иногда получается это очень смешно. Так что, девчонки, да, с зубной пастой маски отлично работают, потому что зубная паста обладает дезинфицирующим эффектом, отбеливающим эффектом, тонизирующим эффектом. Как правило, в зубных пастах ментол, вот этот ментол охлаждающий, тонизирующий эффект как раз оказывает. Ну, естественно, всем известно то, что зубная паста убирает бактерии с эмали, да, убирает какие-то потемнения. Если это отбеливающая зубная паста, она дополнительно также будет и отбеливать пигментные пятна. Так что эффективность масок, в состав которых входит зубная паста, она проверена, она давно известна. И те, кто, возможно, впервые про это услышал, для них это какая-то будет нонсенс, новинка, что-то непривычное, необычное. И иногда мне пишут, что вот уже выдумывают, не знают, что выдумать. Мои дорогие, это выдумано уже давным-давно, да. И бабушки, и мамы наши этим пользовались, и в салонах тоже. Мы делали маски, в состав которых входила также и зубная паста. Вот отличная зубная маска с зубной пастой, рецептик тоже вам сейчас скажу, девчонки. 1 чайная ложка глины косметической плюс сок алоэ. Глину косметическую разведите соком алоэ. Это может быть алоэ вера, аптечный, из ампул. Это может быть свежий сок алоэ из растения, да, который у вас, возможно, на подоконнике растет. Также это может быть гель алоэ или алоэ вера. Если у вас гелевая основа, наполовину разведите с водой и вот используйте как вот алоэ для приготовления масок. Глину развели соком алоэ, добавили 10 капель касторового масла и каплю зубной пасты. Отличная маска, освежающая, тонизирующая, особенно если у вас расширенные поры, если у вас есть черные точки комедоны, если кожа потеряла упругость, эластичность, стала дряблой, а это первый признак обезвоженности кожи, то вот эта маска вам отлично подходит. Так. Леонида, добрый вечер. Хочется узнать краткость любой маски для эффекта. Не поняла, краткость любой маски для эффекта. Ну, сколько раз делать?
Смотрите, в среднем маски питательные, увлажняющие нужно делать 2 или 3 раза в неделю. Когда вы смотрите, мои дорогие друзья, видео с рецептом, в частности, вот на моем канале, я всегда говорю, маску делать либо 1-2 раза в неделю, либо 2-3 раза в неделю. И это не говорит о том, что вот вы 2 раза в неделю сделали маску, и вот как бы эффект получился. Если вы будете чередовать маски и каждый день 2 раза в неделю или 3 раза в неделю делать разные маски, чередуя их. Вы даже можете заранее приготовить, скажем, 2-3 масочки, да, и вот эти 3 маски вам будет достаточно для полноценного домашнего ухода на неделю. Поэтому, если вы, тоже я вам всегда говорю на моем канале, что есть маски, которые можно хранить в холодильнике. Главное условие, чтобы это было в закрытом виде и не более 5 дней. Маски отлично сохраняются. Если в состав масок входит желатин, то процесс, скажем, подготовки ее к нанесению будет немножко продолжительный, то есть нужно подержать на водяной бане, нужно вот это вот растворить, поэтому желатиновые маски я рекомендую готовить и наносить вот прям в свежем виде. Вот то количество, которое вы приготовили, то количество и нанесите. Как говорится, докуда достанете, да, на лицо, на кожу вокруг глаз, на шею, на кожу зоны декольте, на руки. В конце концов, вот прям пониже опуститесь, нанесите. Тоже хороший подтягивающий эффект. Потому что желатин – это природный коллаген, тот коллаген, который наш организм с возрастом перестает вырабатывать, и нехватка коллагена в организме приводит к дряблости кожи, нарушению тургора кожи, то есть кожа обвисает. Поэтому коллаген, желатин – это те компоненты, которые замедляют процессы старения. Если у вас есть возможность, мои дорогие, принимать вовнутрь коллаген аптечный, тоже не упустите эти возможности, потому что коллаген отлично укрепляет и сосуды, стенки сосудов, и как вот эти вот, и хрящи, да, если у кого вот проблемы с суставами, да, укрепляет суставы, волосы укрепляет, ногти укрепляет, так что отличный компонент, который для возрастных девушек просто незаменим. Красток, здравствуйте, Оксана, выглядите супер, благодарю, мои дорогие, за добрые слова и слова поддержки, которые действительно поддерживают меня, стимулируют к дальнейшей работе. Это тоже на протяжении 10 лет вести тему ухода за собой, это тоже там, я вам скажу, тот еще труд, да, поэтому вот ваши добрые слова, ваша поддержка, порой, когда у меня тоже бывают моменты, что у меня нет желания, у меня и лень бывает, и какие-то дела более, скажем, не то что важные, но именно те, которые нужно сделать немедленно, тоже отодвигают этот процесс. Но я в отличном режиме, в рабочем режиме стараюсь вам каждый день преподносить, предлагать какие-то масочки. И на других моих каналах вы можете посмотреть и про одежду секонд-хенда, ту, которую я нахожу, брендовую, новую и любую. И стараюсь предложить вам какие-то образы, используя винтажную антикварную бижутерию. Это тоже мой канал по антиквариату, любимый, моя тема. Так что стараюсь все это вам показать, рассказать и всем своими знаниями, всем своим позитивом, какими-то интересными моментами стараюсь с вами тоже делиться. Ирина, здравствуйте, масочку для увядающей, поплывшей вниз кожи лица, спасибо. Ирина, вот как раз то, что я говорила, коллагеновые маски из желатина маски отлично подходят. Желатиновые маски можно делать, как я уже сказала, для любого типа кожи. Если у вас жирный тип кожи, желатин смешивайте с водой или с минеральной водой. И добавляйте уже по мере необходимости, это может быть гиалуроновая кислота, это может быть какие-то пептиды, это могут быть витамины. Если добавите витамин С, то улучшится цвет лица и отшелушивание верхнего слоя клеток будет более интенсивным. Если у вас
Сухой тип кожи, а как правило с возрастом кожа становится более сухой, даже те девчонки, у кого кожа по молодости, скажем, да, от природы была жирной, то она становится с возрастом более сухой. У меня вот в молодости, ну скажем, до 40 лет у меня кожа была жирная. Затем смена, конечно, перестройка организма, гормональная в том числе. На сегодняшний день у меня комбинированный тип кожи, жирная Т-зона, лоб, нос, подбородок и очень сухие щеки, иногда даже шелушатся. Если у вас был вообще сухой тип кожи, то вам просто не обойтись именно без масок для именно вот этого типа кожи. Ну, как правило, для такого типа кожи применяйте, девчонки, компоненты. Это гусиный жир, это рыбий жир, это коэнзимы, это косметические масла, это масло кокоса, да, вот такие вот плотные масла. Касторовое масло очень хорошо вам подходит. Так. Тамара, какой у вас интересный кулон и блуза красивая. Да, девчонки, кулон, по-моему, от Леа София, моя интересная компания, сейчас поближе покажу. И он непростой, здесь вот кристаллик, и это стиль как бы чеканка, и использование 2 оттенков металла, даже 3 оттенков металла, тут имитация типа бронзы, белого, серебряного оттенка металла и желтого. В общем, ну, если, девчонки, будем разговаривать про бижутерию, я тоже про это могу говорить бесконечно, это моя любимая тема. Так что, девчонки, заходите на канал про антиквариат, там тоже покупаю мешочки, распаковки делаю, показываю свои коллекции, которые собираются, показываю свою винтажную комнату. Это мой рабочий кабинет, из которого я веду прямые эфиры. Вот награды от Ютуба, все вам показываю. Так что открыто к общению и к позитивному обмену информацией тоже я очень склонна. Так что давайте дальше пойдем. И кулон показалось. Показал. Максим. Анна, здравствуйте, Оксана. У меня подружка бреет лицо станком от мелких волосков. Как вы к этому относитесь? Отношусь нейтрально. У меня тоже был период, да, и я тоже иногда подбриваю. Ничего плохого в этом на самом деле нет, мои дорогие. Если у вас пушковый волос и вам хочется прям вот глянцевую поверхность, пушковый волос, он не меняет свою структуру при бритье. Так что я отношусь нормально, в принципе, ничего в этом такого нет. Уверена, что она не заросла бородой и усами, и так что я тоже иногда подбриваю, так чтобы прям, когда хочется, чтобы глянцевое все было, без всяких помарок, потому что когда на пушковый волос на лице наносите тональное средство, то это заметно, а тем более, если вы припудривать начинаете, то пудра скапливается на вот пушковом волосе, это тоже нехорошо. И, кстати, я тоже открою вам секрет по поводу вот этих станков. У меня, по-моему, мне для обзора присылала какая-то компания набор вот этих станков для лица. Они отличаются тем, что там есть безопасная планочка такая, которая, скажем, защищает вот эту самую кожу, да, от лезвия, чтобы вы не напрямую с лезвия работаете. Я, кстати, иногда корректирую и рост волос. У кого, девчонки, неправильный рост волос, и вы носите открытый лоб, да, я тоже иногда корректирую. Ну, что делать? И, как говорится, главное, чтобы было красиво. Так, Эльвира, здравствуйте, как? Или что пить против седины волос? Мне 33 года, мы из Бишкека, привет. Смотрите, Эльвира, седые волосы – это напрямую связь с генетикой. То есть, если у вас, у папы, у мамы седина быстро появилась, соответственно, у вас тоже. От седины пить тоже рекомендуют магний пить, но я не думаю, что это прям так работает. Мне кажется, лучше просто тонировать волосы, если у вас много
седых волос, а цвет волос ваш темный, то лучше всего волосы все-таки окрашивать. Можно окрашивать натуральными способами, средствами. Это кора дуба, кора ореха грецкого. Вот они окрашивают в каштановый красивый цвет, не вредя, никакого вреда не нанося волосам. Поэтому так. Если у вас седых волос очень много, то лучше всего пользоваться либо оттеночными шампунями. Я уже рассказывала в своем прошлом видео. Есть хороший оттеночный шампунь, которым я пользовалась. Это Шаума мужской шампунь. Тоже такой красивый жемчужный оттенок волосам дают. Галина, здравствуйте, дорогие красотулечки. Да, Галина, придерживаюсь вашего приветствия. Привет всем из Самары, Галина, спасибо большое. Да, девчонки, у вас есть возможность стать спонсором канала. Я не призываю спонсировать, мне как бы это никакой погоды не сделает, но на моем канале есть спонсор. Лариса, которой я очень благодарю, и в каждом прямом эфире, конечно, я своих спонсоров буду одаривать благодарственными, так сказать, словами. Так, Лариса Матвеева. Оксана, спасибо за ваши советы по уходу за лицом. У меня вопрос. Сейчас осень. Как правильно сделать дневной крем для лица? Что нужно добавить? Лариса, смотрите, с наступлением холодов дневные кремы должны в своем составе содержать уплотняющие питательные компоненты. А это витамин Е, витамин А в зимнее время можно использовать в дневном креме. Можно использовать касторовое масло. Вот 3 этих компонента по 10 капель на 1 чайную ложку базового крема отлично получится. В качестве ночного крема зимой нужно использовать увлажняющие кремы. То есть опять берем базовый крем, чайную ложку, добавляем 10 капель глицерина, 10 капель сока алоэ. Отличный увлажняющий ночной крем получается. Ольга, спасибо за ваш труд. Помогайте нам всем, помогайте нам всем быть красивыми и привлекательными. Ольга, спасибо большое, мои дорогие. Мне приятно слышать то, что мой труд вы цените, что я делаю нужное, полезное. И я уверена, что много женщин, тех, кто присоединился к нашему комьюнити, стали более ухоженными, более красивыми. Но если не получилось у вас что-то с первого раза, не отчаивайтесь, это все нормально. Успеха достигает тот, кто продолжает двигаться, тот, кто не останавливается, тот и получает результат. Ну и если просто позитивную информацию и ваше тело, ваш организм почувствовал, что вы себя любите, что вы за собой ухаживаете, все равно отдача будет. Это проверено не только мной, всем уже это известно. Так, Нана. Спасибо вам за рецепты. С удовольствием пользуюсь вашими рецептами и предлагаю знакомым. Особенно мне нравится рецепт маски вокруг глаз с топленым маслом и рисовой мукой. Да, отличная маска. Конечно, кожа вокруг глаз – это кожа, которая не имеет прослойки жировой. Самая тонкая кожа, которая подвержена возрастным изменениям – это кожа вокруг глаз, это кожа губ, кожа шеи, кожа рук. Вот то, что выдает возраст. Поэтому активно нужно, конечно, за этими частями нашего тела ухаживать. Поэтому я на своем канале разделила эти видео, эти рецепты по категориям. Кто не совсем недавно к нам присоединился, не знает, что есть у меня плейлисты, посвященные, скажем, шея, да, там можно найти много масок, скрабов, различных способов омоложения шеи, если вас интересует кожа вокруг глаз и проблема с именно вот этой частью, да, тела, лица, то заходите, глаза, так и называется плейлист. Если вас руки интересуют, руки, в общем, все просто доступно. Как говорится, бери и делай на блюдечке с голубой каемочки. И если это еще будет вам и поднимать настроение, то это вот то, что самое нужное. Так, Эльвира, глицерин и витамин Е, пропорции сколько, в курс сколько дней? По 10 капель. Глицерин и витамин Е по 10 капель. Курс по 4 дня, девчонки, я сказала. Так.
Лапушка, здравствуйте, подскажите, а как эффективно очищать именно кожу головы? Искала на канале, не нашла, маска с горчицей особый эффект не дала. Буду очень благодарна, если что-то посоветуете. Смотрите, один из способов и такое направление, как очищение кожи головы с помощью соды, тоже можете использовать. Когда вы собрались мыть волосы, берем 1 чайную ложку соды, такое же количество шампуня, все это хорошо перемешиваем, вспениваем. В момент нанесения немножко нанесите соду и немножко как бы поскрабируйте кожу. Почему нельзя делать скрабы с солью? Тоже частый вопрос задают. И Лапушка, вот они напрямую, эти вопросы связаны. С солью не скрабируйте кожу. Потому что, как правило, солевые кристаллы, они очень острые, а волосяные луковицы очень подвержены травмированию. Они тоже очень нежные. И сковырнуть, счистить волосяную луковицу, это очень легко и просто, если вы чуть-чуть усилия приложите. Поэтому солевые скрабы не делайте, а для укрепления волос просто нанести можно солевые маски. Но солевые маски, они подсушивают и подходят тоже не всем. Так что солью лучше не пользоваться. Ну, маски с горчицей, Лапушка, смотрите, вот... Если убрать причину выпадения волос, маски с горчицей, они стимулируют работу волосяных луковиц и пробуждают спящие волосяные луковицы. Поэтому эффект густоты волос вы заметить сразу должны обязательно. К тому же горчица, она очень хорошо воздействует на такой тип волос, как жирные корни и сухие кончики, да, то есть наносим горчичную маску только на кожу головы, только вот так. Угу. Смотрите, если волосы слабые, перед каждым мытьем волос наносить состав. Пропорции 1 к 1. Касторовое масло, репейное масло, оливковое масло. По всей длине втирайте в кончики. Я эту процедуру делаю сейчас уже не перед каждым мытьем волос, а где-то раз в неделю стараюсь. За 40 минут до мытья, за час до мытья втираю масла под целлофановую шапочку и 40 минут так хожу. Затем мою волосы обычным шампунем. Так, Галина Оксаночка, я вашими масками пользуюсь более 3 лет, мне никто не дает 62 года, говорят мне полтинник, огромное вам спасибо за ваш труд. Галина, спасибо большое за добрый отзыв, я уверена, что те девчонки, кто со мной давно и пользуются масками, присоединяются к вашему отзыву. Конечно, домашний уход, вы, получается, автономно живете, то есть вы не зависите от косметологов, да, вы не зависите от своего бюджета, да, который вы можете потратить на себя. Все очень доступно, но и, конечно, на первом месте стоит эффективность тех масок, которые вам предлагаю. Так, Камила. Добрый вечер, Оксаночка, привет из Азербайджана. Привет, мои дорогие. Напишите, из какого города, из какой страны вы смотрите мои ролики. Конечно, я мониторю статистику на своем канале, и большая часть зрителей у меня из России, но есть зрители, кто живет и в Италии, и в Германии. И, конечно, Узбекистан, Таджикистан, Беларусь, Украина, все вот эти вот страны, они тоже смотрят мой канал, девушки мои из этих стран смотрят. Поэтому напишите, откуда вы смотрите, это будет, как сказать, более полную картину, да, и точную картину я для себя составлю. Конечно, это все интересно. Так, Инна, Оксана, привет, вы сейчас в России? Нет, я не в России, я летом была в России, 2 месяца я там была, и сейчас вернулась домой. Так, Нана, Оксаночка, приветствую вас из Тбилиси. Привет, Тбилиси. Тамара, Оксана, как вы относитесь к маскам для лица с витамином В1, В12? Можно их применять и с чем? Ну, правильно бы написать В русское, да, ну, В1, В12.
Отлично к этим маскам. B6 бы я еще сюда добавила. Отличные маски с этими витаминами. Кстати, вот витамины группы В вы можете добавлять просто в креме. Главное, не сочетайте их с витамином С. Они нейтрализуют друг друга. Как в плане, там, если вы инъекции делаете, в плане нанесения, смешивания витамина группы В, витамина С. Так что отлично отношусь. Кстати, можно добавлять и в шампуне для волос. Тоже я эти витамины добавляла. Салима, здравствуйте, огромное вам спасибо, мне очень приятно с вами общаться. Спасибо большое, Салима, мне тоже очень приятно общаться с зрителями. Те, кто особенно со мной давно на моем канале, те, кто недавно присоединился. Так что я всех своих постоянных зрителей знаю, те, кто постоянно пишет комментарии, все зрители позитивно настроенные на моей волне, вы, конечно, получаете ответы. Отвечаю я на все комментарии. Мое утро начинается именно с ответов на ваши комментарии, на ваши какие-то замечания. Те девчонки, кто пишет рецепты, свои рецепты, тоже я вас благодарю. Так что пишите, у кого есть какой-то рецепт, о котором вы хотели, чтобы узнали все другие зрители. Я, конечно, все это расскажу и покажу. Нура, наверное, да? Можно рецепт для тела, скраб. Поняла ваш вопросик, Нура. Скраб для тела. Вот я сейчас, особенно это хорошо в осеннее, в холодное, в зимнее время использовать такой скраб. 2 столовые ложки кофейной гущи, 1 столовая ложка соли, 1 столовая ложка соды и 1 столовая ложка меда. Если аллергия на мед, мед можно заменить сметаной жирной. И 1 столовая ложка оливкового масла. Вот отличный скраб. Лучше покупного, проверен однозначно, главное правильно им пользоваться. Этот скраб хорошо скрабирует кожу, убирает верхний органический слой клеток. Также дает очень красивый оттенок телу, такой легкий как бы загар. Вы не будете синюшного, бледного, некрасивого серого цвета. Вы будете очень красивым. Такого слегка шоколадно-оливкового цвета загар будет у вас. Следующее воздействие — это укрепляет кожу, улучшает тургор кожи, хорошо очищает, хорошо смягчает кожу и также очень хорошо питает, если добавили в этот скраб мед или сметану. Если вы добавляете сметану, то скраб этот нужно хранить в холодильнике в закрытом виде и использовать в течение недели. Больше недели этот скраб не хранится. Если вы в скраб добавили мед, то хранить его можно при комнатной температуре. Ну, месяц он точно выдерживает, вот то количество как раз достаточно для месячного применения. У меня он стоит, этот скраб, в душевой кабине. И главное правильно скрабами пользоваться, что покупными, что домашними. Неправильно девчонки пользуются скрабами, и эффекты, возможно, по этой причине не получают. Первое, что нужно сделать, это, конечно, очистить кожу, то есть мочалочкой, с гелем для душа, либо с мылом, чем вы пользуетесь. Лучше всего оливковое, глицериновое, либо детское мыло использовать. Очистили мочалочкой тело, смыли пену и затем на влажную кожу, не на мокрую, а именно на влажную кожу наносим скраб. Нанесли скраб на все тело, момент нанесения легкий скрабирующий массаж сделайте, оставили этот скраб на 5 минут, только после этого начинаем кожу активно скрабировать. Сам процесс скрабирования не должен превышать более 7-10 минут. Не переусердствуйте, можно, конечно, и пяточки, и ступни ног отскрабировать, и шею, кожу, зону декольте. Не забывайте, что и руки тоже от этого скраба классный эффект получат. После того, как поскрабировали, оставьте еще примерно на 7 минут скраб, только потом смывайте водой. После того, как смыли водой, лучше всего не горячей, а комнатной температуры, не смывать там мылом, не смывайте этот скраб. Смыли просто водой, под душем хорошо постояли, затем махровым полотенцем промокнули, просушили кожу. Кожа будет просто шелковистой, причем этот эффект будет продолжаться неделю. То есть хотя бы 1 или 2 раза в неделю эту процедуру вы будете делать, то никакой вам там дорогой салон и спа-процедуры вам
вам не понадобится, это точно. Если у вас есть возможность посещать сауны, бани, то берите с собой в сауну или в баню и этот скраб. Классно, хотя бы вот раз в неделю отшелушьтесь конкретно. Да, этим скрабом лучше не пользоваться для кожи лица. Для кожи лица наносите аспириновую скатку. Это будет более мягкий эффект, более щадящий. После вот ацетилсалициловой скатки для лица нанесите питательную маску. Вот как-то так. Почему вот этим скрабом лучше не скрабировать кожу лица, потому что кожа лица, она более тонкая, может быть, у вас там участки, поврежденные куперозом, а именно вот острые кристаллики соли могут травмировать кожу, ну и, скажем, вот этот шоколадный оттенок кофейной гущи, он может быть закупоривать поры, то есть если у вас расширенные поры, то эти поры будут забиваться и как бы будет способствовать образованию черных точек комедонов, вот этот состав. Так что разобрались, да? Так, Лариса, добрый вечер из Швейцарии. Лариса, спасибо большое, привет Швейцарии. Лапушка, привет из Канады. Здорово, девчонки, привет, Канада. Так много людей из разных стран. Мне просто интересно, как говорится, слава интернету, да, что есть такая возможность общаться и находить людей на одной волне, людей единомышленников, да, которые не только там информацией обмениваются, но и позитивные какие-то эмоции получают. Так, Елена, здравствуйте, Оксана, попалось видео, как скраб для лица и очищение предлагают нерафинированное растительное масло и соль. Ваше мнение? Отрицательное, Елена. Как я уже сказала, по нескольким причинам. Соль может травмировать кожу. Растительные масла ни в коем случае не очищают кожу, они как раз дают ту пленочку, да, которая будет именно препятствовать вот этому очищающему эффекту. Отношусь отрицательно. Очищающий эффект, как смысл его в том, чтобы убрать верхний ороговевший слой клеток. Масел, растительного масла, вы не уберете верхний слой клеток, это точно, он наоборот станет более плотным. Вот представьте, что вы чешуйки, вот нарвите листы бумаги, да, грубо говоря, вот этот разорванный лист бумаги, это вот те чешуйки, которые препятствуют проникновению питательных компонентов, дают серый цвет лица, землистый оттенок, которые также способствуют появлению вот этих глубоких заломов. Вот представьте, что вы вот на эту кусочки бумаги налили масло, да, оно сделает как раз вот эти старые клетки еще более клейкими, липкими, плотными, да. Это будет не просто ороговевший слой клеток, это будет очень толстый, плотный ороговевший слой клеток, который просто потом убрать будет очень сложно. Самые лучшие очищающие процедуры — это кислотные скатки, я, как я уже говорила. Эксперименты у меня были разные, скажу, в этом направлении, не только для себя, но и на клиентах, и на других друзьях, моих подругах, да, что мы делали. Хлоргексидиновую скатку применяли. Эффекта нет такого, как от ацетилсалициловой кислоты или от янтарной кислоты. Так что очищение с масла с солью нет ни в коем случае. Так, Павел, Оксана, в какой стране вы живете? Я живу в Америке уже давненько. Хадижат, добрый вечер, Оксана, я из Астрахани. Благодарю вас за полезные советы. Привет, Астрахань. Напишите, как у вас там погодка. Так, Нана, Израиль, здорово, но у вас там, наверное, еще тепло, у нас тоже еще тепло, но с переменным, так сказать, успехом. День тепло, день слякоть, в общем, сегодня солнышко, как я уже сказала, что у меня хорошее настроение, есть свободное время, и, конечно, когда солнышко, это прям улучшает настроение. И, кстати, вот про хорошее настроение, работоспособность, энергию, да, не забывайте, что как раз в осеннее время надо особое внимание уделить на укрепление иммунитета, на укрепление своего организма. Поэтому сейчас вот солнце ушло, я пью витамин D. Витамина D всегда не хватает, да, многие знают об этом, поэтому не забывайте витамин D наносить не только на кожу, да, но и вовнутрь его применять тоже обязательно нужно. Я по себе вот чувствую прям это на физическом уровне, я это чувствую, да. Я витамин D принимаю по капсуле, одну капсулу утром, одну капсулу вечером. Стоит мне пропустить
да, у меня как-то вялость, мне вот как апатия, вот что-то вот такое, да, настигает. Так что кому там более подробная информация требуется, девчонки, просто зайдите в интернет и посмотрите свойства витамина D. Это единственный витамин, который наш организм вырабатывает только лишь под воздействием ультрафиолетовых лучей. То есть нет солнца, нет витамина. Но во многих обменных процессах, важных для нашего здоровья, витамин D участвует. Поэтому вот такой небольшой советик. Так, лапушка, а реально ли дряблость кожи, шеи убрать или просто маски помогут замедлить этот процесс? Помогут замедлить процесс, это однозначно, хуже не будет точно, но убрать дряблость — это проблема, которую нужно решать комплексно. То есть нужно как же скрабировать, маски, если у вас есть возможность делать вот компрессионные вот эти процедуры, тоже я вам показывала, но опять-таки есть противопоказания, если у вас нет проблем с щитовидной железой. И следующий момент — это положение нашего тела, то есть осанка, и это правильное положение позвоночника и во время сна, во время ходьбы, во время, когда вы сидите, вот это основное условие. То есть вам достаточно просто, вот даже попробуйте сейчас, мои дорогие, просто выпрямить спинку, сесть прямо, подтянуть подбородочек параллельно полу, и вы уже заметите, что кожа натянулась. Стоит только поделать маски, и как бы кожа встанет. Наше неправильное положение, у меня тоже есть вот такой эффект компьютерной шеи, да, я много времени за компьютером провожу, часто сижу вот так вот, естественно, это способствует появлению второго подбородка. В общем, начинать нужно с позвоночника, то есть если вы хотите, чтобы шейка была подтянута, чтобы не было морщин на зоны декольте, главное, расправьте плечики и держите спинку прямо, а подбородочек ровно. Вот тогда уже 50%, даже больше процентов этой проблемы будет уже решена. Маски, конечно, улучшают состояние кожи, улучшают тургор кожи, то есть вот будет, не будет, скажем, вот такого эффекта дряблости, но начните все-таки со спины, с осанки. Так, Салима, вижу ваши сердечки, цветочки, спасибо. Мама Нос. Оксана, я слышала, что с возрастом советуют не умываться с утра, чтобы оставить естественный эфир, ну, слой защитный. Правда ли это, или нужно очищать кожу? Очищать кожу нужно абсолютно, особенно в зрелом возрасте. То, что вы слышали, и, как вы говорите, вот этот вот липидный слой, да, защитный слой его еще называют, с возрастом его просто нет. Ему неоткуда браться. Наш организм не вырабатывает компоненты, из которого состоит этот защитный барьер, липидный слой. Поэтому не обманывайте себя. После 40-45 лет никакого липидного слоя быть не может. Потому что, как я уже сказала, пептиды, коллагены, гиалуроновая кислота. Вот то, что в юном возрасте, в зрелом возрасте кожу защищает, с возрастом этого нет. Потому что организм не вырабатывает. Поэтому в этом возрасте активно нужно делать маски, как я уже говорила, вот с коллагеном, да, если есть пептидные какие-то сыворотки, гиалуроновую кислоту, все это нужно принимать и вовнутрь, чтобы все-таки организм эти компоненты имел, и также наносить на кожу. Что происходит, если вы с утра не будете очищать свою кожу? Вот представьте, вечером вы умылись, да, очистили кожу, нанесли крем ночной, как правило, это обязательно. Без крема голое лицо нельзя ни в коем случае оставлять, тем более в зрелом возрасте. Вы легли спать, да, вот тот крем, который у вас там впитался, не впитался, пыль, все равно оседает, все равно вот это вот процесс, да, когда вы отдыхаете, организм работает, и клетки тоже обновляются. Тот вот ороговевший слой клеток, он все равно добавился, прибавился. И что происходит, если вы утром не убрали вот этот вот процесс весь, да, метаболизма нашего организма, если вы его не убрали, то как вы планируете, например, вы не очистили кожу, вы не умылись, вы не нанесли никакой крем, вы что, не наносите декоративную косметику? Все равно, если вы утром не умываетесь, вы не подготавливаете свою кожу к вообще к активному дыханию, к активному обновлению в течение дня. Умываться нужно, ну, как минимум 2 раза в день, утром и вечером, это однозначно. Так...
Мамонос, жировой слой. Я поняла вас, да. Вот это как раз жировой слой, да, как, ну, как правило, как я уже сказала, пептиды, коллаген и гиалурон не вырабатывается. Работа сальных желез, которая вот в течение ночного времени активно тоже. Они, кстати, жировые железы, они более активно работают именно как раз в ночное время. Вот это будет приводить к черным точкам, комедоны, угри, прыщи, воспаление, вот это вот все. Обязательно нужно очищать кожу. Так, Елена, Оксана, как часто вам приходится окрашивать волосы, чтобы не было седины? Спасибо, делаю мелирование, волосы светлые, но так быстро корни седеют. Я стараюсь, конечно, красить волосы как можно реже, потому что, естественно, любое окрашивание – это разрушение структуры волос. А однажды окрасив волосы, вы уже эту структуру нарушили, и уже, как говорится, восстановлению она не подлежит. Вам просто остается поддерживать, питать волосы, хоть как-то их, скажем, улучшать хоть с помощью вот этих вот масел. Но 1 раз в 2 месяца стараюсь окрашивать. Причем окрашиваю я не просто корни, да, есть такая тема, я тоже с этим согласна, да, что если у вас там хорошая длина волос, то отрастают в месяц 1,5 сантиметра, и вот эти вот 1,5 сантиметра каждый месяц нужно и окрашивать, да, если у вас контрастный уровень высокий, то есть если у вас свои волосы, скажем, средний русый, светлый русый, а вы окрашиваете более яркий темный цвет, то, конечно, вот это отросшие корни будут видны вот в этом случае. Но я окрашиваю всю длину по той причине, что волосы все-таки выгорают. Я много времени на солнце, на улице нахожусь. Также под воздействием мытья частого тоже пигмент смывается. Чтобы именно был вот ровный цвет волос, я окрашиваю всю длину. Хотя вот парикмахеры, я тоже как парикмахер, я бы тоже вам советовала только лишь окрашивать вот эту 1,5-сантиметровую разницу, да. Что касается вот седых волос и мелирования, конечно, когда вы делаете мелирование в салоне, то мастер тщательно по волоску будет вот эти осветленные прядки доставать, вот это вот все. Но есть несколько, да, способов. Можно через шапочку, через дырочку вам достают. Сейчас практикуется популярно именно с фольгой, да, вот фольгой заворачивают именно осветленный. Но вот, честно говоря, с мелированием это такая морока. Если вот только в салоне, только мастер хороший может вам это качественное мелирование повторно, многократное сделать. Самостоятельно это сделать просто невозможно. Вы будете раз за разом брать еще большее количество вот этого осветленной прядки, и в итоге вы поменяете цвет волос. А вот тот именно эффект контрастный, да, когда более светлые прядки с более темными, эффектно смотрится, когда это прям контрастно, да, когда это заметно. Так. Аркашнелли. Добрый вечер, Оксаночка. Посоветуйте масочку для волос. На осень волосы сухие выпадают. Спасибо. Но самый классный способ, если вот волосы сухие выпадают, это как часто распространенный тип волос, жирные на корнях, сухие на кончиках. Я рекомендую сделать двухфазную маску. Делаем такой состав: касторовое, оливковое, репейное масло. Да, вот 3 масла этих смешиваем, оставляем в баночку. Вот эта вот баночка у вас пропорция 1 к 1, девчонки. Можно больший объем сделать, он свою структуру не меняет, не портится никак. И вот этот масляный состав оставляем. Делаем второй состав маски, горчичная маска для укрепления волос, для стимуляции волосяных луковиц. То есть масляный состав оставили в стороночку. Приступаем к приготовлению горчичной маски. 2 столовые ложки горчичного порошка разводим водой комнатной температуры, 1 желток, 1 столовую ложку оливкового или подсолнечного масла. Все это хорошо замешиваем. Горчичную маску наносим на корни волос, только на корни, именно по коже головы, аккуратными движениями. Лучше всего
не заходите, не наносите по всей длине волос. Затем вот это убираем хвост. Я рассказываю, как я это делаю, девчонки. Затем я это убираю в хвост, вот просто руками, и наношу вот этот масляный состав. Наношу этот состав по всей длине, втираю в кончики волос, убираю просто под мягкую резиночку, да, чтобы не было соприкосновения масляного состава и горчицы. И вот такую двухфазную маску держу 40 минут. Если есть возможность час держать, держите час. Если вы впервые используете горчичную маску, то может быть жжение, поэтому ее нужно наносить в первую очередь. Если почувствовали жжение, то ее можно немножко смыть, промокнуть, да, ватными дисками, чтобы она не была такая толстым слоем не было, и наносить вот такую масочку. Делать можно эту процедуру один раз в неделю, хотя бы попробуйте. А маску масляную наносить перед каждым мытьем, горчичную маску один раз в неделю. Так, Аркаш Нелли, поняла, да. Я тоже говорила, девчонки, если с телефона пишете вот это вот автотекст, он бывает выскакивает, вообще непонятно. У меня тоже так бывает. Так что нормально. Тамара, скажите, пожалуйста, в крем 75 мл сколько добавить витамина В1 и В12? Добавлять по отдельности? Спасибо за ответ. И еще как вы относитесь к процедурам озонотерапии? Так, по поводу крема. В 75 мл добавьте большой объем, стандартный объем это 50 мл, да, на большой объем добавьте. Если у вас витамин В в ампулах, то по одной ампуле будет достаточно. Если у вас в таблетках, то по одной таблетке водичкой растворите. Озонотерапия. Озонотерапия, она хороша, но я считаю, это одна из процедур бесполезных. То есть вы эффект увидите, но он будет краткосрочным. Практически через неделю, через 10 дней у вас этого эффекта никакого не будет. Но чем эта озонотерапия вредна? Тем, что это все равно травмирование кожи. Это вот микроуколы, микропроколы. Процесс заживления тоже такой, хотя бы 2 дня после озонотерапии. Лучше не подвергать свою кожу внешним факторам воздействия, грязь, пыль, там, перепад температур. Я думаю, что она того не стоит. Именно увлажнить кожу можно с помощью домашних средств. Так, Тамара, у меня витамины в ампулах. Да, вот по одной ампуле вполне достаточно. Можете просто сразу 2 этих витамина вылить и хорошо, тщательно размешать. Лучше всего базовый крем возьмите не плотный, потому что жидкая консистенция, она взаимодействует лишь только вот с какими-то такими легкими, да, базовыми базовыми кремами. Так, девчонки, у меня вот тут вот был вопрос по поводу времени. Девчонки мои дорогие, вот сейчас как раз получила. Вы заходите на прямой эфир. По поводу вот, какая досада. Мировые знаменитости. Просто зачитаю вам переписку. И то, что мне сейчас, вот, как говорится, час буквально назад пришел ответ от этой зрительницы. Может быть, она сейчас в прямом эфире. Если вы в прямом эфире, напишите, пожалуйста. Так, какая досада. Мировые знаменитости ничего о соде не знают и отдают сотни тысяч за пластику. Наверное, YouTube не смотрит. Вот тут, как говорится, все в одну кучу. Наверное, YouTube не смотрит. Наверное, у них нет времени. Наверное, у них есть миллионы, которые нужно куда-то пристроить. Наверное, у них лень есть, и незнание, и нежелание вникать в тему омоложения. Но тут, говорится, нюансов много. Напишите, что вы по этому поводу думаете. Что я ответила? Наверное, миллионы им девать некуда. Вы звезда мировая. Конечно, никто, не все, не каждый может себе это позволить. И вот мне написала девушка. Наверное, людям время девать некуда, что вашу, я так поняла, слушать. И отвечаете вы на объективные факты грубо и не впопад. Мои дорогие, вот что значит объективные факты? То, что мировые знаменитости не знают о содах, мне кажется, знают, может быть, и знают. Это не факт, это ваше предположение, догадка.
Так что вот такие тоже мнения. Но когда я читаю подобные комментарии, это признак того, что человек зашел не для того, чтобы получить информацию, чтобы сделать, а именно чтобы свое какое-то мнение вот такое сказать. Я конструктивно отношусь, позитивно вот именно к каким-то дополнениям, замечаниям, то, что будет улучшать мои видео, качество моих роликов, то, что будет улучшать именно и ускорять процесс получения информации, а то, что человек считает таким необъективным, объективным, зашел. Но у каждого тоже, это, знаете, объективность, субъективность своя на самом деле. Так, давайте тоже напишите, что вы по этим темам думаете. Тоже хочу... Ну, кстати, вот есть комментарии негативные, да, которые просто до меня не доходят. Я раз в неделю захожу на... Как это называется, на проверке комментарий находится, и обнаруживаю там очень интересных персонажей, тоже там развлекаюсь как могу. Ой, каких только чудиков нет, да, девчонки, вообще. Вы тоже, думаю, что смотрите, когда ролики, а потом заходите в комментарии. Там бывает такое чудо чудное, что мам, не горюй. Так. Сейчас еще какие комментарии. Они без ответа. Да, по поводу еще, девчонки, такой комментарий прочитала сегодня по поводу бесполезности масок или полезности масок в том плане, что главное генетика. То есть, если генетика хорошая, то и лицо будет хорошее. Если генетика плохая, как это условно, да, можно назвать, хорошая, плохая. Что такое хорошая генетика, что такое плохая генетика, тоже такой вопрос спорный, да, кому хорошо, кому плохо. Я скажу так, что не только от генетики, здесь очень много факторов. Генетику любую можно загадить своим образом неправильным жизни, так что, как говорится, не спасет уже никакая генетика, тоже вот как вы думаете. И если у вас по генетике, например, нет хорошего качественного волоса, да, либо хорошей красивой кожи, всегда есть варианты, всегда есть возможность эту исходную свою генетическую начальную точку улучшить. То есть улучшать нужно именно с того момента, как вы вот что имеем, то и улучшаем. Вот так, грубо говоря, я считаю, как вы думаете. Так, ангел земной. Оксана, если у вас маски с добавлением гусиного жира? Да, есть. Это отличные маски, как раз идеально подходящие к зимнему уходу, особенно для ухода за шеей, за кожей зоны декольте, для ухода за кожей рук. Отличная маска. Можете записать тоже, девчонки, рецепт. 1 чайная ложка гусиного жира плюс 1 чайная ложка сметаны, лучше всего жирной, и 1 чайная ложка рисовой муки. Отличная питательная маска. Вы можете ее приготовить заранее. Эту маску можно хранить в холодильнике, она слегка затвердеет. Если у вас гусиный жир с рынка, да, ну обычный, где птицы торгуют, то она загустеет. Если у вас аптечный гусиный жир, он масляный, очищенный, не имеющий запаха, то можно хранить при комнатной температуре эту масочку. Разница в чем? Тот и тот гусиный жир хорошо работает. Не забывайте, что в зимнее время гусиный жир отлично убирает именно сухость с волос, с ногтей. Вы можете просто втирать гусиный жир в ногтевую пластину, если у вас есть проблемы с ногтями. Если у вас секущиеся кончики волос, очень сухие волосы, то перед мытьем также можно нанести гусиный жир. Очень люблю я его использовать. Еще 10 лет назад я вам показывала рецепт. Кто помнит, кто не помнит, кто знает, кто не знает. Но 10 лет назад я рассказывала именно о пользе гусиного жира. Вот почему, скажем, вот... Люди, не буду прям про национальности говорить, но те, кто живет на севере, они активно пользуются именно вот гусиным жиром, защищают кожу лица, наносят на лицо перед выходом на мороз, на холод. Это как раз дает ту защитную пленку, которая не только защищает, но хорошо смягчает кожу. Отличный продукт, так сказать.
Аркашнелли. Как вы относитесь к самомассажу лица? Хочу попробовать, но не понимаю, какая техника и нажимы, боюсь растянуть кожу. Спасибо. Но у меня тоже есть плейлист на эту тему. Аркашнелли, зайдите. Называется упражнение массажи. Да? Главные условия, которые нужно соблюдать, это все массажи делать на очищенную кожу, не на сухую. Обязательно кожу перед массажем нужно размягчить либо масляным каким-то составом, можно использовать косметические масла. Если есть пептидные какие-то гиалуроновые сыворотки на масляной основе, только на масляной основе, то их тоже можно использовать. Следующее правило для правильного массажа – это направление движения, то есть это направление кожных или массажных линий еще называют. Это от подбородка в сторону к мочке ушей, от уголков губ к ушной раковине и от глаз к височной зоне. Массаж на коже вокруг глаз делаем от внешних уголков глаз к внутренним. Вот такое направление. Ну и лобные мышцы, естественно, тоже в такое направление вам известно. Что касается направлений массажных линий на шее, это такое направление. По центральной части мы делаем втирание и наносим какие-то масляные составы снизу вверх, по боковым частям сверху вниз и переходим на область зоны декольте. Следующее правило для массажа: нужно обязательно его делать теплыми руками, ни в коем случае не холодными, чтобы руки были чистые, тоже желательно руки промаслить этим же составом и делать. По поводу, кстати, вот массажи, техник практически тоже есть несколько техник. Есть и интероральный массаж, тот массаж, который делается непосредственно на слизистую оболочку, то есть опять чистыми руками проникаем в рот на слизистую оболочку и разминаем ту мышечную ткань, которая расположена именно изнутри. Вот подробную технику тоже вам девчонки показывала, можете посмотреть. Чтобы облегчить сам процесс домашнего массажа, есть разные роллеры, ролики, разные массажеры. Все это тоже я вам показывала на прошлой неделе. Кстати, в субботу, в прошлую неделю, посмотрите, вот кто темой массажеров, массажей домашних интересуется, там я показывала вот те массажеры, которые у меня есть, и те, которыми я пользуюсь. Сейчас это доступно, это облегчает, и процесс вот нажатия, естественно, не должна кожа растягиваться. В момент, когда вы массаж делаете, вы должны просто чувствовать, что скользящие движения должны быть, то есть не растягивающие, а именно скользящие движения, потому что сам смысл массажа – это воздействие на мышечную ткань, на то, чтобы эпидермис не затрагивался и не растягивался, а именно нажатие так, чтобы было воздействие на саму мышцу. Так, Людмила, здравствуйте, вы правы, у знаменитости нет времени на домашний уход, нам и то лень, Людмила, Сибирь. Да, согласна. Ну и тут, как говорится, большая конкуренция, там же, как говорится, их лицо – это их деньги, это их работа. То есть я уверена 100% и знаю точно, что это вынужденная мера на самом деле. Если бы у них была возможность, не было бы такой конкуренции, да, вот все равно все актеры, они же, как говорится, работают лицом, поэтому это их рабочий инструмент, поэтому они за ним ухаживают таким радикальным образом, что не есть хорошо на самом деле. Вот девчонки тоже могли, наверное, заметить, что сейчас практически вот возрастных актрис нет. Вот и тоже я много и интервью смотрела, и режиссеров разных известных, что это большая задача, это очень трудно найти актрису без пластики на возрастную роль. Вот это тоже проблема, как говорится, палка о двух концах, так что давайте не будем как бы к этому стремиться, потому что это скорее даже не... Это даже их беда, да, это не их радость и удовольствие, а это именно их беда, это их инструмент, который нужно держать в надлежащем виде. Так что тут тоже эта тема такая очень даже спорная. Я бы не хотела оказаться на их месте, так что, как говорится, вот вынуждена делать это. Идя на риски, любое хирургическое вмешательство – это риск на самом деле, поэтому тут, как говорится, еще надо подумать 100 раз. Елена, хочу предложить, поддержать вас, Оксана. Я много раз убеждалась в привлекательности и действительности ваших советов, так как
так много от вас узнала, что реально работает. Спасибо вам. Елена, спасибо большое за добрые слова. Естественно, кто хочет, тот ищет способ, возможность. Кто не хочет, тот ищет причину. Так что вот кто, как говорится, в каком лагере находится. Так, Шана. Раньше тоже сомневалась в масках и в соде, но испытала раз и стараюсь ухаживать за собой, а мировым никогда за собой не следить. Там безумный график, им проще бахнуть миллионы на пластик. Тоже согласна с вами абсолютно. Конечно, как я уже сказала, это их лицо, это их инструмент, и они туда тоже вкладываются. Они, собственно говоря, ради этого и зарабатывают деньги. Так что, и причем, знаете, сравнивать тут и как бы равняться на них тоже уровень, скажем, качества пластических хирургов, она тоже, как говорится, рознь. Доктор доктору рознь, честно говоря. Вот тот пластический хирург, к которому вы можете обратиться, да, это не всегда тот уровень, да, профессионализма. Поэтому тут себя сравнивать лучше не надо. Шана, недавно было серое лицо, теперь вернула себе чистую свежую кожу благодаря вашим маскам, и аспирину кожа сияет. Присоединяюсь, я тоже, одна из моих любимых, скажем, процедур, это кислотная скатка, без которой я не обхожусь ни недели, потому что 2 раза в неделю, как минимум, я делаю эту процедуру, обязательно нужно убирать. Так, Галина, Оксана, не обращайте внимания на язвительные комментарии. Вы красивая женщина, кому лень делать маски и есть лишние деньги, пусть делают ботоксы. Пластику никто никогда не запрещает. Конечно, это выбор каждого, это каждый рискует, как говорится, своим здоровьем. Кто хочет рискнуть здоровьем, тот это делает. Так, Эльвира, сколько времени у вас? У нас 23:20, Кыргызстан, у нас 11:20, 11 часов утра. У вас получается с точностью да наоборот, у вас 11 вечера, у нас 11 утра. Мама Нос, где найти эфир по ваши массажные... Так, зайдите, плейлист... упражнения массажи. Вот когда вы заходите на мой канал, девчонки, я объясняю для тех, кто вообще не совсем ни разу не, как сказать, интернетный такой знаток. Вот заходите на мой канал, под самой шапкой канала есть вот список функции, которые вы можете использовать. Можете там зайти на главную страницу, на видео, есть там плейлисты, вот нажмите на плейлисты, вам выйдет список плейлистов, у меня там их тоже около 20, тоже много плейлистов, и ищите именно нужную для вас тему, тоже там все найдете. Видео в плейлисты я собираю на протяжении 10 лет, то есть вот тот багаж знаний, который я получила, изучая 3 года вот эту тему, я вам вот в сжатом формате, это вот прям выжимка тех полезных процедур, да, которые можно сделать без затрат. Вот как раз самое такое нужное, самое полезное. Рассказываю о бесполезных процедурах, тоже те процедуры, которые просто это выкачка денег, тоже про это я вам все рассказываю, мои дорогие. Так, Салима, устали, наверное, сколько у вас детей, где они живут, заранее спасибо. У меня дочь, ей 36 лет, она живет в России, и, в общем, как-то своя семья, свои заботы, и взрослые дети, они развязывают руки и дают нам возможность как раз заниматься нашим любимым делом, то, что я и делаю сейчас. Так, Югана, постоянная зрительница, спасибо большое, что присоединились. Здравствуйте, Оксаночка, спасибо за маски, все отлично. Горячий привет из Баку, с уважением, Югана. Очень приятно, девчонки, я всегда благодарю своих постоянных зрителей. Я знаю, что это вот те зрители, которые со мной на одной волне, которые получают информацию, обмениваются позитивом, и мне это очень приятно, это меня тоже поддерживает. Я, как вам уже сказала, негатива было, есть и много на ютубе, но я с этим научилась справляться, и тоже, девчонки, тоже меня спрашивали,
Так, нет, вы сказали в прошлую субботу, вы делали эфир и показали приспособление для массажа. Я не в прямом эфире Мамонос показывала, а именно специальный ролик, потому что прямой эфир был бы очень слишком длинным. А ролики там, по-моему, 9 минут, да, и вот в течение 9 минут я показала там, по-моему, топ-8, да, 8 приборчиков для массажа. Тоже посмотрите, информативно показала плюсы, минусы, что стоит покупать, что не стоит, что на первом месте, что на последнем. Вот как-то так, тоже в таком сжатом формате вам всю информацию дала. Так, Эльвира, вы крутая, спасибо, здоровья вам. Эльвира, благодарю за добрые слова, всегда отдаю миру то, что вы отдаете, мне очень приятно, спасибо. Это, как говорится, отдай миру лучшее, что есть в тебе, и получишь лучшее, что есть в мире, тоже такой мой сленг, девизик мой. Как найти этот эфир? Ну, объяснила, да, девчонки, вот под шапкой канала, там вы можете зайти в плейлисты, можете зайти в трансляции, если вас интересует именно вот формат прямых эфиров. Мне, например, очень нравится общаться в прямом эфире. Так, Аркашнели, спасибо большое за советы, рецепты. Мамонос, спасибо. Девчонки, напишите, какую маску вы хотели бы увидеть на следующей неделе. И, конечно, я заранее тоже ролики готовлю, но если у вас есть какой-то прям вот запрос супер, да, который не входил, скажем, в мои планы, я тоже сниму на эту тему. Так что напишите, чтобы вам хотелось интересненького такого услышать. Ну и тоже вот по поводу негатива на Ютубе. Я вот, когда начала свой Ютуб-канал в 2014 году, по-моему, в 2015 году, 10 лет назад, я начала тоже свой Ютуб-канал не сразу, я смотрела блогеров, я очень любила канал. Вот стикер пришел, иди, вам покажу, иди. Как говорится, иди сюда, иди, мой зайчик. Смотрела канал Вики 3000, девчонки. Кто, может быть, тоже смотрел этот канал? Она медик, она очень позитивная, она модель, и она... Вот, сейчас, вот он. Как же такую красоту не показать? Огромный, ты вкусный кот, вот. У нас Пуаро. Как говорится, под конец эфира хоть кто-то пришел. Ты пришел, молодец. Слава богу, ты пришел. Так вот, я смотрела ее канал, и она мне очень нравилась. Она красивая, а канал у нее был бьюти, там, по уходу, по декоративной косметике. Вот то, что я начинала смотреть, еще когда только YouTube появился. И когда я заходила в ее комментарии, там было столько негатива. Уже тогда у меня сформировалось четкое убеждение, что негатива много. Даже такой прекрасной Вики 3000 тоже писали гадости, а куда уж мне. Поэтому я к этому нормально отношусь и не принимаю, так сказать, никуда я эти все негативные. Так, Елена, Оксана, а получается, все новые маски каждый день вы пробуете на себе? На самом деле это не новые маски, как я уже говорю, новые это хорошо забытое старое, изменив какой-то... Основные компоненты остаются всегда одинаковыми, я думаю, вы тоже успели это все заметить, да. Комбинация их может быть меняться разная, и пропорции могут меняться в зависимости от состояния кожи. Маски я делаю каждый день, наношу те маски, которые вам показываю, но вот в плане монтирования видео, то есть я не все маски наношу вот непосредственно перед камерой. Я думаю, что вы тоже зрители наблюдательные, да, и могли заметить вот так повтор, да. Я показываю технику нанесения правильного масок, но непосредственно каждую маску перед камерой не наношу. Но поверьте, я каждую эту масочку наношу после душа, после скрабирования. Каждый день обязательно какая-то масочка у меня есть. Так, серик, да? Что это? Не, это стикерс, липучка, да, про кошку вы спрашиваете, про кота. У меня 5 кошек в доме, так что, как говорится, скучно не бывает, мои дорогие. Так, ну вижу, что вопросики у вас закончились.
Больше часа прямого эфира мы с вами пообщались, мне было очень приятно. Мне очень приятно было видеть и постоянных своих зрителей, огромное вам спасибо, и новых зрителей. Так что, надеюсь, вы наше тесное комьюнити не покинете и будете активно в нем участвовать. Да, пишите комментарии, это продвигает каналы, и также посещайте мои другие каналы, я вас там тоже буду очень рада видеть. Так, с понедельника приступаем к уходу. Кто решил с понедельника начать, вам, как говорится, всего хорошего, в добрый путь, и давайте будем радовать себя, своих близких красотой и хорошим настроением. Ну все, всех люблю, целую. Какая же вы дисциплинированная, учиться еще мне. Ну это привычка, говорится, натура, вторая привычка. Стоит 72 часа себя как-то позаставлять, потом это будет привычкой, не забываем об этом. Всех люблю, целую, обнимаю, всем мира, добра и красоты. Я с вами была Оксана, увидимся в следующем видео. В понедельник вас ждет новый ролик. Все, всех целую, пока.